Сколько? Сколько стоит жить на Бали? Переезд на Бали – мечта многих, но прежде чем принять окончательное решение, нужно понимать, какие расходы вас здесь ожидают. И в этом видео я расскажу, сколько стоит жить на Бали, а также поделюсь реальными историями моих друзей. Я прожил на Бали 4 года и покажу все как есть. Сколько стоит покушать в топовых кафе, а сколько в местных. Сколько стоят продукты в магазинах и на рынках. Сколько стоит жилье, какое оно бывает, сколько денег уйдет на транспорт и другие расходы. В конце я подведу итог минимум и сколько максимум у меня уходит. Сделаю это все в таблице, переведу это в доллары, в рубли, в тенге. Если бы я увидел это видео в начале своей первой поездки на Бали, я бы сэкономил много денег. Поехали! Поехали! Прежде чем перейдем к стоимостям, давайте разберемся с валютой. На Бали это индонезийская рупия, и цены здесь считаются в сотнях тысячах и миллионах рупий. Например, $1 стоит около 15 тысяч рупий, и все тут становятся миллионерами. Сейчас объясню, как считать просто из индонезийских рупий в рубли и тенге. Для Казахстана, для тенге, как можно быстро считать? На примере 100 тысяч рупий просто убираем 2 нуля, получаем 1000 и умножаем на 3. Итого получается 1000 умножить на 3 – 3000 тенге. 100 тысяч рупий – 3000 тенге. Теперь переводим в рубли. Схема та же самая. 100 тысяч рупий, убираем 3 нуля вместо 2, получается 100 и умножаем теперь на 5. Получаем 500 рублей. 100 тысяч рупий – 500 рублей. В этом видео я буду называть цены в индонезийских рупиях. Вы уже умеете переводить в вашу валюту и в долларах, чтобы людям, которые рубли и тенге ничего вообще не говорят, тоже было понятно. Одна из проблем Бали – это узкие дороги и пробки. И за 4 года жизни на Бали я попробовал почти все модели байков, а это главный транспорт на Бали. Байк – это свобода, ветер в лицо, музыка в ушах. В общем, это нужно прожить, чтобы понять. Здесь на байках ездят даже дети, бабушки, в общем, все кому угодно. Поэтому сейчас я расскажу об основных моделях и ценах на них. И начнем с мини-байков. Это Скупи, на нем ездит мой друг Денис. Ой, вот Денис, а это Скупи. Плюсы Скупи в том, что он компактный на дорогах, он весьма стильный, это отдельный такой, наверное, стиль любителей Скупи. Есть место под ногами, очень удобно туда положить, например, рюкзак или сумку, если вы не хотите везти на себе. Из минусов то, что у меня лично упираются ноги, мне не совсем удобно на таком ездить. Маленький багажник, не сильно много туда положишь. Есть ключ, хотя... это уже не ключ. Я думал, они на ключах все. Тогда это не минус. Скупи еще многие называют, не в обиду Дениса, называют его табуреткой, потому что, сидишь как на табуреточке и едешь. Вот. Но я просто к такому не привык, но я уважаю людей, которые любят его. Че он несет? Но когда поездишь на таком байке, на PCX или побольше, вот садишься обратно, реально, как будто такое ощущение, что ты едешь, у тебя коленки упираются сюда, ты такой вот согнулся, скрючился. Мне нравится байк Скупи, потому что очень маневренный. Вот такое вот расстояние между автомобилями, узкие дороги и маленькое расстояние, ты едешь, ты можешь легко обогнать кого-то, наклонил, кто-то быстро проехал, ты чуть-чуть локоточек повернул, ты уже просто объезжаешь человека, он очень откликается классно, как будто просто бежишь с большой скоростью и захотел, мысль пришла там в сторону повернуть, и очень легко вообще ездить. Большие байки будет сложно удержать, поэтому всем начинающим рекомендую начинать именно с такого байка. Цены на Скупи стартуют от 800 тысяч до 1,5 миллиона рупий в месяц. Скупи. Что за звуки? Раньше такого не было. А это Наташа, жена Дениса, и она уже ездит на байках выше классом. Тут самые популярные две модели. Это PCX от Honda и NMAX от Yamaha. Стоит PCX в среднем от 2 миллионов до 3 миллионов рупий в месяц. Плюсы PCX в том, что он уже гораздо стильнее. Смотрите, какие у него детали. Он гораздо удобнее. Посадка ног, смотрите, какая комфортная. В отличие от Скупи, когда ты сидишь вот так вот, чуть ли даже не вот так,
здесь уже гораздо поставить удобнее ноги. Он также, в принципе, легкий, чуть больше, чем скупи, но в целом все очень даже комфортно. Из минусов в том, что нету места под ногами, как на скупе. Если вам важно место, чтобы вы туда ставили свой большущий, например, рюкзак, то да, наверное, вам нужны модели, как скупи, где можно поставить. Также в этой модели тоже беспроводной ключ, то есть вам не надо вообще ключ брать с собой. Последние новые модели, что скупи, что PCX, уже идут беспроводные, и я рекомендую такой брать, потому что ключ лежит у вас в кармане, и вы просто нажимаете кнопку и заводите байк. Я почти 2 года ездила на Бали на скупе, и мне захотелось попробовать побольше байк. И в первую очередь это ради экспириенса, потому что хотелось попробовать, каково это ездить на большом байке. И на этом байке я чувствую себя намного безопаснее. Я не знаю, как это объясняется, но, короче, когда байк более массивный, большой, и есть ощущение, что ты чувствуешь себя в безопасности на дороге. Это первый момент. А второе, то, что мне еще очень нравится, что здесь большой багажник, и реально можно сложить туда вещи из прачечной. Когда едешь в продуктовый магазин, туда складываю фрукты, овощи, это очень удобно. И, конечно, пришла пора рассказать вам о моем байке. Это Yamaha X-Max. Я на нем просто кайфую. Это корабль, это диван. Из минусов единственный момент — это то, что он тяжелый, и первые 3 недели я нереально к нему привыкал, чтобы его удерживать. Поэтому, если девушки рассматриваете себе такой байк, то, скорее всего, он вам не подойдет, потому что вы его банально завалите, либо просто идите постепенно с маленьких байков до больших. Тогда вы, возможно, почувствуете и решите для себя, подходит ли он вам или нет. Также его стоимость дороже, чем PCX и NMAX, и стоит такой байк в месяц в аренду 3,5–4,5 миллиона рупий. Напиши в комментариях, какой байк из которых я показал тебе больше всего понравился и почему. Возможно, ты уже был в Азии и ездил, имеешь опыт поездки на байках. Расскажи, на каком ты ездил, почему ты его выбрал в комментариях. Пару слов про услуги на Бали. На примере мойки. Стоит нереально дешево. Вот, например, помыть мой байк стоит всего лишь 30 тысяч рупий. Это $2, ребята, копейки. Помыть машину стоит в 2 раза больше, уже 60 тысяч рупий. И уровень качества этой мойки, например, просто потрясающий. Хотя не везде такое бывает. Но если вы не хотите водить, то всегда есть такси в виде оффлайн вариантов, которое всегда встретит вас на улице, либо через приложение в онлайне, через автомобиль, либо через байк. Поездка с юга в центр острова выйдет около 400 тысяч рупий, а на байке в 2 раза дешевле. Привет! Но лучше всего, когда у вас есть свой проверенный человек, как, например, мой друг Види. Давай. Поехали! Который является и водителем, и гидом, и остров сможет показать, и байк вам сможет подобрать. В общем, свой человек на Бали. Поехали! Поехали! Закончим тему транспорта заправками. В целом тут все как у нас. Заливаем 92-й, он называется Pertamax. И проверяйте сдачу. Зачастую вам дадут немножечко не то, но это как бы нечаянно. Спасибо, босс. На месяц, если я никуда далеко не езжу, у меня уходит 2 полных бака по 12 литров. Это 300 тысяч рупий. Если я куда-то собираюсь дальше ехать, то у меня уже 3-й бак добавляется. Но все равно в совокупности это дешевле, чем $50 для байка. Для машины будет дороже, так как расход больше. А если брать более популярные модели NMAX, PCX, то там влазит 7-8 литров. И по стоимости будет поменьше. Там уже, может быть, 3 бака нужно будет, чтобы проехать весь месяц недалеко, уезжая. Самый важный вопрос при переезде либо при зимовке – это жилье. И на Бали есть разные варианты жилья под разные цены. И первый вариант, который мы рассмотрим, это будут отели, которые можно снимать как ежедневно, так и помесячно. Привет, меня зовут Елисей, я живу на Бали, снимаю отель помесячно, занимаюсь тут мышлением, коучингом. Вот, идем покажу, как вот здесь живется. В целом можно и понедельно снимать, можно и по месяцу снимать. Это не имеет значения, конечно, выгоднее, если месячно, тогда совсем другая цена идет, другой тариф. Вот моя комната,
Мне она очень нравится тем, что здесь высокие потолки. Вот. Также нравится, что достаточно большая кровать, потому что иногда я люблю спать и поперек, и по-разному. Вот. И даже не один. Да, что здесь касаемо. Ну вот мой такой творческий бардак, вещей не так много, это минимализм. Нравится еще балкон, потому что есть и вид с балкона. Можно выйти, подышать, посидеть. Иногда я даже созвоны тут провожу. Идем, я покажу, как выглядит уборная. Уборная бывает очень разная, бывает такой бали-стайл, что не очень комфортно. Здесь мне нравится достаточно классно то, что бамбук, и он опрятно выглядит. Вот такая уборная. Как правило, здесь стилизовано. Сделано так оно в своем стиле. И это только душ. Ванны у меня нет, но часто бывают уютные ванны. Мне очень понравилось в этом месте то, что здесь есть пространство, где можно собирать людей, какую-то групповую динамику. Я это очень люблю, такой коллективный мастер-майнд. Ну, такая совместная, интересная исследовательская работа. Поэтому в этом пространстве, особенно тут закатная сторона, мне очень нравится. О, тут даже кто-то и тренируется. Мне очень нравится это место, потому что здесь прекрасная площадка для занятий, так как я сама занимаюсь и преподаю онлайн, у меня есть онлайн-клуб. И отсюда идет такая передача атмосферы. Люди находятся в других городах и чувствуют, как здесь классно и тепло. Я живу в отеле, потому что на вилле, как правило, какой-то более такой домашний уют, и хочется там кухни и прочее. Например, я вообще не готовлю кушать, и я вообще не люблю зависать на вилле. Я выбираю отель, потому что я могу куда-то поехать, у меня постоянные встречи с клиентами, я много, так сказать, путешествую. И это мне удобнее приходится. Посуточно, если говорить про цены, здесь стоит 500 тысяч одна ночь. Но если на месяц берешь, то 7 миллионов, то есть это в 2 раза дешевле. Это очень существенная разница. А теперь мы заедем в гости к моей подруге Тахмине, которая живет в джунглях у реки и снимает небольшой, но весьма уютный домик. Ильдар все-таки заставил меня рассказать про этот дом. Я немножко расскажу, что у меня тут есть. Есть 2 спальни, кухня, туда, это попозже. Есть ванна, естественно, и вот этот балкон, моя любимая часть этого дома. Почему вообще Ильдар решил снимать мой дом? Потому что у меня есть стиральная машинка. И я буду про нее рассказывать. Пойдемте. В общем, что-то такого, да, машинка, как бы. Моя сестра даже мне сказала: ты в какой такой деревне живешь, что ты радуешься машинке? Но вы даже не представляете, сколько у меня было на сторис реакций. У тебя есть машинка, стиральная машинка. Почему я решила начать пользоваться машинкой? Потому что у нас в Убуде есть огромная проблема, это плесень. Вся моя одежда, каждые 2-3 недели мне надо перестирывать весь мой гардероб, даже если я ее не ношу, эту одежду. Потому что здесь очень высокая влажность, вся одежда плесневеет, и мне приходится ее постоянно давать все в лондри, в химчистку. Но я решила, что я лучше куплю машинку и буду стирать сама. Какие проблемы вам? Проблемы? Ну, у лондри это то, что, во-первых, белая одежда никогда не белая возвращается. Потом они могут потерять твою одежду, они ее могут испортить. Ну и вообще, как бы постоянно ее перестирывать всю, возить, привозить, ну как-то не очень удобно. А так я тут быстренько все скинула, что мне нужно, и опять одела. Я знаю, что все очень любят Убуд. Все считают, что Убуд это просто рай на земле, и это правда. Но у нас, естественно, есть свои проблемы. Я уже сказала о том, что есть проблемы с плесенью. И я до того, как купила машинку стиральную, пыталась, конечно, продлевать срок, когда, ну, как сказать, срок сухости моей одежды. Вот, каким путем я пыталась? Ну, во-первых, я пользовалась вот такими шариками, сейчас это уже из вода, обычно здесь такие гелевые шарики, они впитывают в себя влагу. То есть я это вешала все в шкаф. Теперь я перешла немножко на другой формат, могу показать. Здесь есть вот такой агрегат, это такая вешалка, которая выдает сухой горячий воздух. И я это все как бы дело вешаю в шкаф и где-то на несколько часов оставляю. И вот так вот раз в день я ее включаю на 1-2 часа, и таким образом моя одежда остается сухой, как бы, да. То есть я так борюсь с плесенью в моем шкафу.
Продуктивность в Убуде чаще всего зависит от вида из вашего окна. Это очень сильно повышает работоспособность. А здесь я работаю, это мой кабинет. Как вы понимаете, меня здесь никто не беспокоит, здесь очень тихо. И самое главное, это вот этот вид, который меня успокаивает и который заставляет меня мечтать о большом, о глобальном. Здесь у меня сейчас есть, каждое утро у меня здесь, конечно, белки, по вечерам у меня здесь светлячки, залетают прям в спальню. Потом лягушки в моей ванной, это уже абсолютная норма, это я с ними даже здороваюсь, доброе утро. Я здесь отдыхаю, я здесь наполняюсь, я, наверное, в каком-то балансе, потому что у меня очень стрессовая работа, и как бы здесь я могу как немножко разрядиться в этой атмосфере. Поэтому да, я не хочу переезжать с Убуда никуда. А в месяц я плачу 9 миллионов. Сюда входит электричество, интернет, уборка раз в неделю, вода. И, в принципе, все. Ну вот сегодня я пробую первый раз манты. Здесь у нас ребята сейчас начали готовить нашу восточную кухню. То есть это манты, борсаки, там много чего у них, в общем. Эти манты с тыквой, потому что мой друг вегетарианец. Как большинство людей на Бали. Не, как большинство людей в Убуде. Ребята, смотрите, какой стол накрыла Тахмина. Сегодня мы сняли и про жилье, и просто то, что здесь есть манты, пирожки, как дома. Кстати, на Бали очень много кухни русской, восточной кухни, поэтому грузинской кухни. Если вы приедете сюда, вы будете чувствовать себя как дома, если немножко посуетитесь. Что-то много говорю, конечно. Вот, пора есть. Ну раз уж Тахмина затронула тему прачечных, я не мог не рассказать о них. Знакомьтесь, местная прачечная. 20. Вот так выглядит стандартная обычная прачка на Бали. За 1 килограмм я отдал 20 тысяч местных рупий. Посмотрите, какой мешок. Первое, они стирают, второе, они гладят. Все это дело вкусно пахнет. И это все круто упаковано. Просто взял, повесил дома на вешалку, и все у тебя прекрасно. Самое важное, они делают это все за 1 день. Утром я отдаю, на следующий день они мне возвращают. Минус балийских прачек — это то, что вещи могут испортить, поэтому недавно стали открываться новые прачечные с хорошими машинками. Как, например, эта новая прачечная в Убуде. Здесь будет у вас отдельная машинка, и никто не положит чужие вещи в стирку вместе с вашими. Также здесь есть небольшой магазинчик. Стоит новая прачка ровно в 2 раза дороже, и минимум 2 килограмма нужно сюда приносить. Но поверьте, это стоит того, потому что хорошие прачки в Убуде сложно найти. Если вы хотите сохранить кучу денег на вашей одежде, на прачках, то проверенные локации я добавляю в свой гайд. 4 года жизни на Бали, потерянные вещи, дорогие вещи. Все это убережет вас, но не застрахует. Ссылка в описании. Закончим тему жилья обзором трехкомнатной виллы моих друзей, которые живут в шикарном рисовом поле. Дороги. Привет! Привет. Ходи. У нас получается здесь двухэтажная вилла. Здесь есть небольшой бассейн, в котором никто никогда не плавает, но он очень необходим. Это главная фишка, чтобы был бассейн, просто чтобы был. Когда долго живешь на Бали. Здесь у нас кухня. Здесь кухня закрытого типа. Для меня было очень важно, чтобы кухня была в помещении, потому что почему-то балийцы любят делать так, чтобы кухня была на открытом пространстве. Ну, там есть куча минусов. Например, когда идет дождь, это сразу высокая влажность, продукты там сразу портятся, появляется какая-то плесень, там появляются всякие разные животные, насекомые, рептилии. И, короче, пожив год в кухне открытого типа, я поняла, что вот это идеальный вариант. Здесь, получается, кухонная зона, здесь у нас небольшая такая гостиная. И пойдемте дальше. Так, ну что, получается, здесь у нас гостиная. Мне очень хотелось здесь создать такой уютный уголок. Обычно здесь мы встречаемся с друзьями, общаемся, играем в настольные игры. Мне было важно, чтобы здесь было что-то мягенькое, например,
подушечки, ковер, зелень. В общем, все, кто сюда заходит, говорят, что здесь очень уютно, ламповая атмосфера. Я еще добавила лампочек, и по вечерам здесь прям очень уютно и кайфово. Когда вы живете среди рисовых полей, может быть такая история, то что вокруг вас может быть животный мир, такие как гуси, рисовые поля раз в 3 месяца убирают, сжигают, поэтому может быть немножко шумно. И тот период, когда созревают рисинки, приходят люди и начинают кричать по утрам, отпугивая птичек. Каждое утро просто выходишь сюда и уже ощущаешь радость от того, что просто находишься в этой красоте, с видами на горы, рисовые поля. Это очень сильно наполняет и вдохновляет. В этой вилле 3 комнаты. В данной комнате у нас, получается, оборудована спальня. Тоже здесь мне захотелось сделать мягкий уютный уголок. Здесь есть небольшая рабочая зона. Там есть умывальник и отдельная ванная комната. Пусик. Такой вообще умывальничек. Денис, расскажи про свою комнату. Да, привет. Эта комната у нас оборудована как в виде небольшого домашнего офиса. Денис здесь постоянно работает. Здесь у меня кодинг происходит. Занимаюсь своим бизнесом. Здесь вот свет. Я могу поставить сюда зеленый фон, записать видео. Тебе нравится здесь вообще жить на этой вилле? Как дома здесь себя чувствую. Эта вилла мне нравится тем, что она находится вдали от всех остальных. И мне очень нравится такой вайб уединения. Здесь, получается, очень красивые виды, и плюс рядом нету никаких других жилых помещений. Но если человек, как мы, например, живем много времени на вилле, работаем, то это место прям должно вдохновлять, оно должно быть как с картинок на Пинтересте. Ты просто ходишь, чувствуешь себя как дома, тебя ничего не смущает. Я показал вам жилье своих друзей, своих ребят. Напишите в комментариях, какое жилье и под какие цены вам больше всего понравилось. Так, я же не спросил про цены. Когда здесь была пандемия, здесь стоимость вилл была очень-очень низкая. И когда мы только заехали в эту виллу, у нее вообще была стоимость 18 миллионов рупий. Но потом, через полгода, так как спрос на виллы поднялся, у нас заключался новый договор, и сейчас эта вилла стоит 25 миллионов рупий. В своем телеграм-канале я рассказываю и показываю, какие расходы происходят у меня, когда я путешествую в другие страны. Вы сможете прикинуть это на себя и понять, комфортно ли вам будет в той или иной стране по ценам, по качеству жизни, еды, жилья и всего остального. Также в телеграм-канале можно задать вопросы под каждым постом и пообщаться уже более детально. Поэтому подписывайтесь и будем общаться. Ссылка в описании. А теперь пришла тема нереального наслаждения. И, конечно же, это тема еды на Бали. Отдельно хотелось бы сказать про завтраки, потому что это отдельная культура на Бали. И если вы приехали и заселились в отеле и взяли там завтраки и не выходите на улицу, то вы пропускаете ровным счетом 30% Бали, потому что это реально отдельная культура. Не совершайте, пожалуйста, таких ошибок. Кафе на Бали – это отдельный вид искусства. Здесь открывают свои заведения люди со всего мира, поэтому тут особый дизайн, стиль и, что очень важно, вкусная еда. Также часто кафе – это место встреч, работы за ноутбуком и даже фотосессий. Мне очень нравится здесь заведение на Бали. На самом деле, вот посмотрите, как красиво, все аппетитно выглядит. Стоимость шикарная, качество, цена-качество, прям обожаю. Заказала вот сегодня матчу, буду пробовать. Преисполняюсь едой сегодня. И что самое интересное, цена на такие кафе составляет 150-200 тысяч рупий за средний чек. По мне так это очень круто для такого качества. Вообще еда на Бали – это одна из больших моих причин, почему я выбрал Бали как место для жизни, потому что культура еды, стиля, питания и красивых видов здесь соблюдена. Других мест, по крайней мере в Юго-Восточной Азии, я пока не находил. Но если найду, я вам об этом обязательно сообщу.
Если цены в таких кафе для вас дороговаты, и вы не сможете питаться в них весь месяц, то на Бали есть варианты подешевле. Называются они варунги. Yeah. Nice to see you again. Apa kabar? Но этот вид варунгов я бы назвал для туристов, и цены в нем от 75 до 150 тысяч рупий за средний чек. Сейчас мы находимся уже в туристическом Варунге. Это не тот Варунг, куда ходят местные. Здесь уже есть зачастую красивые виды, вкусная еда, но самое главное, она здесь очень даже дешевая. Поэтому, если вы хотите приехать на Бали, либо жить тут и питаться экономно, но при этом и с крутым видом, то нужно искать именно такие места. Либо скачать мой гайд, где я уже всю эту информацию для вас подготовил. И тонны работы, годы работы вам просто не нужно проводить, чтобы эти места находить. Если вы совсем решили приехать на Бали на минималках, то давайте пойдем в самый хардкор. Это варунги для местных. Средний чек тут составляет от 15 тысяч до 45 тысяч рупий. Еда тут индонезийская, туристы не всегда тут едят, но главный плюс в том, что это очень дешево. Так, мы заказали с виде классику индонезийской еды. Это жареная лапша ми горен и жареный рис наси горен. Vietnam appetita. Delicious. Приятного аппетита, ребята. Еда максимально дешевая. Вот прямо если хотите питаться в местных кафешках, это выйдет $1 за одно блюдо. Just $1. US dollar. $1. $1. Посчитайте на месяц, ходите в такую еду, тогда у вас будет минимальный бюджет. $1. Сейчас я живу в отеле, там нет кухни, поэтому я ем обычно в кафе. Но когда я живу на виллах, либо в тех местах, где есть у нас кухня, я предпочитаю немного готовить, хотя бы фрукт. И давайте расскажу, какие цены вообще есть на Бали на продукты, и сравним их с ценами в вашей стране. Погнали! Сейчас мы в хлебном отделе, и ценники на Бали, как по мне, немного дороговатые на хлеб, потому что, наверное, все едят тут рис. Например, вот такая вот штучка с несколькими тостами стоит $1, 14 тысяч рупий. А здесь у нас выходит $2 вот за такую булку. Я не знаю, сколько стоит в наших странах сейчас хлеб, потому что каждый год они меняются, но по мне так хлеб на Бали дороже. 50 тысяч рупий стоит вот такой вот букет яиц, 10 штук. Это получается чуть больше, чем $3. И вот эти яйца, например, стоят еще дешевле, 22 тысячи рупий. Они выглядят в совсем дешевой упаковке, но внутри, видимо, что-то по-другому там находится. Сколько стоит арбуз в магазине, вот в Дельта Дивата? Мы сейчас посмотрим. Стоит 60 тысяч рупий. Это где-то $4. Это у нас маракуйя. Называется по-балийски маркиса. Килограмм такой штуки стоит 68 тысяч рупий. Я надеюсь, вы уже научились переводить из рупий в рубли, в тенге, ну или хотя бы в доллары. Если что, я ценники все равно дублирую. Авокадо стоит у нас 50 тысяч рупий за килограмм. Пожалуйста. Но это все супермаркет. Я еще покажу, где можно брать реально сильно дешевле. Яблоки. Яблоки не совсем популярная история на Бали, но они тоже бывают. Эти стоят 55 тысяч рупий. Бананы мелководные, небольшого размера, они стоят килограмм 26 тысяч рупий. Есть еще другого сорта, но ценник, в принципе, доступный. Папайя, да? О, папайя. Папайя Калифорния, 12 тысяч рупий. То есть папайя реально дешевая относительно других фруктов, но еще зависит сезон, не сезон, но папайя, в принципе, круглый год растет на Бали. Кстати, напишите, какой из этих экзотических фруктов вам больше нравится вообще, который вы пробовали в жизни, в комментариях. Мне будет интересно посмотреть. Но сейчас как будто бы я в нашем отделе наших продуктов СНГшных. И здесь лучок, обычный лучок, которым готовят. Называется он Баванг Бомбей. Как будто какой-то индийский актер. 53 тысячи рупий стоит за килограмм. Я сделаю итоговую таблицу в телеграм-канале, и вы сравните, сколько стоит это в долларах и сколько в рублях здесь на Бали. Там, в рублях, в тенге, в долларах, и вы сможете ответить, дороже у вас стоит или дешевле. Картошечка. Картошечка стоит 32 тысячи рупий. Вот это чуть больше, чем $2. Бали — это изобилие. Здесь есть все, и овощи, и фрукты, и большинство из них выращивается прямо на острове, поэтому проблем с нехваткой еды не будет. Еще, по мне, так стоимость тоже очень доступная. И самое главное — качество. Люди, которые там путешествуют и живут в Америке, приезжая сюда, они говорят, здесь качество продуктов намного выше. Вот эти, например, яблоки стоят у нас
50 тысяч рупий за килограмм, эти 70 тысяч рупий за килограмм. Апельсины. Вот такие апельсины на Бали вообще не производятся, не выращиваются. Здесь они вот в таком больше формате, похожем на мандарины, и они кисловатые. Поэтому если вы закажете апельсиновый сок где-то в кафе, то вы получите просто какую-то кислятину. И многие удивляются, где дашь нормальный апельсиновый сок. Поэтому вот такие апельсинчики, они привозные, даже называются Валенсия. Стоят они 37 700, но непонятно, это за килограмм или за другое количество, потому что здесь не написано. А вот они, балийские апельсины, про которые я говорил. Они даже немножко желтовато-зеленоватые, многие даже вообще зеленые. Стоят они 25 тысяч рупий, то есть значительно дешевле, чем те привозные. Манго. Сейчас, когда мы снимаем этот выпуск, не сезон. Где-то около полугода, 5 месяцев на Бали бывает период, когда манго прям сочные, мега дешевые на каждом углу. Сейчас это скорее привозные из других островов. Стоит у нас килограммчик 44 тысячи рупий. Хотя в нормальное время 10-15 тысяч рупий стоит, когда сезон манго на Бали. Честно, для меня манго вообще номер один фрукт. Я от него прям максимально кайфую, поэтому очень сильно жду тот период, когда манго созревает на Бали, и он в изобилии находится. Ну и давайте закончим овощи морковью. Вот такая морковь, она стоит 15 тысяч рупий, $1 за килограмм. Сейчас мы покажем, какое здесь вообще изобилие молока. И оно бывает на разный вкус. Тут есть и соевое, тут есть овсяное, миндальное, кокосовое и так далее. Цены, вот, например, вот это молоко я постоянно пил, когда готовил себе смузи-болы. Это соевое, оригинальное, во многом там где-то добавляют сахар, вот, например, вот в эти вот всякие там мультизлаки и так далее. Стоит эта штука 35 тысяч рупий. Чуть больше, чем $2, может быть $2,3, $2,5. Здесь, например, миндальная. Миндальная всегда почему-то стоит дороже, стоит 56 тысяч рупий, то есть, можно сказать, чуть меньше, чем в 2 раза, в 1,5 раза дороже. Обычное молоко, коровье, стандартное, вот, например, Greenfield, очень такое популярное, стоит те же самые деньги, что и соевое, 35 тысяч рупий. Почему тебе нравится это молоко? Я его один раз попробовала, и оно просто вкуснятина. Вкуснятина? Мама не разрешает покупать? Сладкое? Там много сахара. Да, на Бали такая тема, то что реально добавляют много сахара и везде. Особенно если вы придете в кафе, попросите сок или чай. И если вы не предупредите, что не ложите, пожалуйста, сахар, то вам его обязательно туда положат. И тогда не удивляйтесь, почему так будет сладко. Самая главная еда на Бали любого балийца — это рис. Они едят его на завтрак, на обед, на ужин, на полдник. Сколько стоит на Бали рис? Вот давайте начнем вот с такого простого пакета, не замудренного. Он стоит 57 тысяч рупий, но это за 2,5 килограмма. Сколько будет килограмм, посчитайте сами. Так, риса вообще здесь очень много разного. Есть органик, есть неорганик, какой-то специально приготовленный, разномиксованный, спрессованный. Стоит он 28 тысяч рупий за килограмм. Но мы дойдем, думаю, до самого простого и посмотрим, сколько он стоит. Панджан 5 килограмм, 64 тысячи рупий. Делим на 5, получаем где-то около $1 за 1 килограмм. Здесь особенность на Бали то, что в мире придуман раньше был золотой стандарт, здесь есть стандарт риса. Что бы ни происходило на Бали, валюты, инфляции, все прописывается в рисе. Например, вы покупаете недвижимость, участок, либо виллу, и там есть альтернатива, это сколько килограммов риса будет заложено в случае, если что-то случится с валютой. Вот такая история. Мне кажется, это очень необычный факт, поэтому не удивляйтесь, покупая недвижимость, что у вас будет еще прописано все в рисе. Индонезийцы просто с ума сходят от такой лапши, которая у нас называется дошираки и все остальное. Здесь просто целый океан этой лапши. И стоит она максимально дешево. Например, вот такая штука стоит 3000 рупий. Но самый популярный, который я везде вижу, это вот эта штука. Она стоит 4500 рупий. Когда я жил сам и готовил, и были такие не супер хорошие времена, пандемийные, я покупал максимально дешевую лапшу. Вот она, кстати, находится. Приблизительно вот так вот выглядит. Она стоит 6500 рупий. Не знаю, яичная лапша. Да. И она хватала ее где-то на 2 порции хороших прям. То есть максимально дешево, $0,5. Мы находимся в разделе масла, и я бы сказал то, что здесь реально все жарится на масле, очень много еды. Прямо бывает максимально пережарено, что аж поешь и тебе тяжеловато. Давайте покажу, сколько это стоит. Вот кокосовое масло, 1 литр стоит у нас 45
тысяч рупий. Здесь масло уже какой-то премиум cooking oil. Не знаю, из чего оно состоит. Пермиси, ini oil kelapa? Kelapa ya, вот савит kelapa. Ini kelapa ya. Minyak kelapa. Это кокосовое масло, ребята, тоже. Местные подсказали. В общем, кокос, всему голова, и все жарится на кокосовом масле. Стоит 20 тысяч рупий. Весьма, мне кажется, дешевле, чем то кокосовое, которое было в синей упаковке. Но, макароны. Здесь у нас макарошки, любители итальянской кухни. Барилла, которая в наших странах тоже бывает. 45 тысяч рупий за 500 грамм. Спагетти. Спагетти стоят $3. 43 тысячи рупий. На Бали запрещены пакеты, поэтому на выходе из магазина вам предложат купить вот такую вот сумочку из мешковины. И вот это очень хорошая идея, потому что Бали избавляется от пластика. Также запрещены пластиковые трубочки и крышки для кофе пластиковые. В этом плане Бали прям большой жирный плюс. У меня у самого такие есть сумки, я их активно использую. Ребята, теперь я хочу показать вам, где цены намного ниже. Это всегда местные рынки. Я хочу с вами поехать туда, но для этого нужно постараться встать очень рано, потому что они открываются ночью. Чтобы приехать на рынок, вам нужно встать очень рано. Я встал в 6 утра. Я думаю, это достойно уже лайка. И давайте покажу, какие тут есть цены. Виноград 100 тысяч рупий за килограмм. Яблоки 55 тысяч рупий. Апельсины 50 тысяч рупий. Мой любимый фрукт – драгонфрут. 17 тысяч рупий за килограмм. Манго, который стоит вне сезон 35 тысяч рупий, а в сезон всего лишь $1 или 15 тысяч рупий. Маракуйя 37 тысяч рупий за килограмм. Салак, местный балийский фрукт, 13 тысяч рупий, дешевле $1. Папайя всего лишь 10 тысяч рупий за килограмм, а связка бананов стоит такую же стоимость. Посмотрите, сколько много бананов в такой связке. От фруктов перейдем плавно к овощам. И давайте узнаем, сколько стоят огурцы. Pagi. Apa kabar? Ya, good morning. Berapa ini? 10. 1 kilo 10. Wow, murah. Murah. Ini berapa? 10 sama ya? Iya. 8. Wow. Давайте продолжим. Мелкий лук стоит 43 тысячи рупий, чеснок 35 тысяч рупий за килограмм, а лук 40 тысяч рупий. Картошка стоит всего $1. Ini harganya bagus? Bagus. Halo bos, pagi bos. Ya, berapa satu box? 55 ya. Oh, bagus. Mahal. Ya, sometimes murah, sometimes mahal. Рынок для балийцев чуть ли не самое популярное место, наверное, второе после храмов. Здесь можно сделать все, что необходимо, даже, например, позавтракать. Рынок для балийцев – это также место встреч, где ты можешь встретить, например, свою подругу и обсудить цены на рынке. Итак, давайте подведем итог, сколько же стоит жить на Бали. Минимально я посчитал, это выходит $700–1000, чтобы это было хотя бы около какого-то комфортно. Лично мои расходы на Бали, которые я трачу, это $1500–2000. И при этом я не только живу и питаюсь в кафе там, но еще и путешествую, хожу на массажи и все остальное. А если вы собираетесь приехать на Бали, посетить, прокатиться на 2 недели, либо вообще переехать, то у меня есть специальный гайд, где я взял всю самую важную информацию по подготовке к переезду. Там будет информация про визы, про расходы, про безопасность и то, что не нужно делать на Бали, про все моменты по локациям, по путешествиям, по кафе, в которые лично я хожу и мои друзья, чтобы вы не тратили время на невкусную еду, на некачественный сервис. Я туда добавил также подрядчиков и всех остальных ребят, которые помогут вам сделать вам лучшее путешествие. Поэтому можете по ссылке в описании проходить, смотреть и брать его.
Я очень надеюсь, что мое видео было для вас очень полезным. Я снимал его просто несколько недель, поэтому с вас лучшая валюта будет это лайк, комментарий и подписка. Так YouTube поможет мне с распространением видео. Всего лишь с вас 1 секунда, с YouTube просмотры, а с меня новые ролики. Всем пока!